Сегодня я разоблачу еще одну шизуху, широко известного в узких кругах пациентов с синдромом Даннинга-Крюгера, в жука, известного также как Сагитариус, Сцакитригерус, СМЕРШ, СМЕРШ-2, ДДТ, Антарес Ф, Оксана, Виктор Александрович и других. Он уже обсырался с такими своими гигантоманскими прожектами, как охлажденка, оказавшаяся на самом деле гератором, сильно шумный фонокорректор на комплектовке прошлого или даже позапрошлого века, сверхпуперлинейчатые усилители мощности с ужасающе нарастающим к высшим частотам спектром искажений. Итак, Оксан уже несколько лет безапелляционно заявляет, что Сара крадет петлевое у главной петли обратной связи и губит и АЧХ, и искажения. Тут я замечу, что Сара в нашем случае не женщина, а система авторегулирования нуля на выходе усилителя, состоящая из компарирующего интегратора на операционнике и позволяющая избавиться от разделительных электролитических конденсаторов на пути звукового сигнала. Это в значительной степени очищает звуковой сигнал от электролитических искажений, и поэтому Сары все шире применяются в ОМЗЧ, фонокорректорах и других аудиодевайсах, в том числе и в нашем ВВшнике 21 века и СУ 21 век. Итак, перейдем от лирики к физике. Что СМЕРШ, Оксана и Виктор Александрович пытаются впарить своим доверчивым домохозяйкам. Читаем, как говорится, черным по белому. Читаем вот в этой вот теме сообщение номер 173. Вот она. Автор СМЕРШ. И что наш тут СМЕРШ пытается впарить своим безграмотным домохозяйкам. Вот, ну читаем, да. Чтобы правильно понимать глубину именно общей ООС, которая формирует АЧХ-корректора, надо: первое. Все местные петли оставлять в усилителе. Это справа от пробника петлевого, зона 1. Вот она, с его точки зрения. И второй пункт. А включать на измерение петлевого только главную петлю, зона 2. Ну, что такое? Тут понятно, да? Это приблизительно упрощенная схема моего фонокорректора, которую, значит, СМЕРШ пытается проанализировать. Что он делает? Он в первом пункте все местные петли оставлять в усилителе. Это справа от пробника. Местные петли ОС. Тут, то есть он представляет себе, что, вот, скажем, вот это вот Сара на вот этом операционнике У1, это у него местная ООС. Местная. Я напомню, что местная ООС, она принципиально охватывает только один активный элемент. Это может быть либо транзистор, либо лампа, либо операционник, но это только один. Она охватывает только один каскад. Ну, в данной схеме, скажем, местная ООС — это вот этот вот резистор R17, который сидит в эмиттере транзистора Q5. Ну, с некоторой натяжкой можно считать и вот этот конденсатор C2, который охватывает тоже только
операционник, вот этот Ю1, это тоже местная ось вот этого операционника. Но чтобы вот эту вот цепочечку всей Сары считать с какого-то перепугу местной ООС. Местная ООС, извините, для кого? Для вот этой вот цепочечки коррекции пассивной. То есть СМЕРШ считает, что вот эта вот Сара по постоянке, она замыкается на вот эту цепочечку РИА, ведь он же вот сюда вставил вот этот вот В1, это так называемый пробник петлевого усиления. Кто не знает, что это такое, почитайте немножечко теорию. Есть такой Тиан и Миддельбрук. Так вот, они разработали для схемных симуляторов свои методики определения петлевого усиления. Они вам расскажут, куда надо ставить пробники петлевого усиления. Забегая немножечко вперед, я скажу, что вот здесь вот эта совершенно безграмотная точка подключения петлевого пробника петлевого усиления общая ось, потому что общая ось вот в этой схеме формируется вот по такой схеме. Значит, выход, общая ось включается между выходом всего устройства, это коллектор Q5, и инвертирующим входом входного каскада. Это затвор вот этого полевого транзистора U3. То есть все элементы, которые сидят между выходом выхода и входом инвертирующего входа, являются элементами общей ООС. Как вот тут вот нам пытался правильно понимать СМЕРШ. Вот все, что между выходом и вот этим вот входом, это и есть цепь общей ООС. Вот она. Она здесь состоит из РИАА, пассивной цепочечки, которая формирует АЧХУ РИАА, плюс все элементы Сары по постоянке. Здесь Сара по постоянке и пассивная цепочечка РИА абсолютно одинаковы, они параллельны. И у этой цепочки вход на выходе, и у этой цепочки вход на выходе, на коллекторе этого транзистора. И у этой цепочечки выход сидит на затворе полевого транзистора, и у этой цепочечки выход сидит на затворе полевого транзистора. Они абсолютно равноправные параллельные цепочечки. Так с какого ж перепугу учитывать для измерения петлевого только главную петлю зона 2? Главная петля здесь в понимании СМЕРШа. Или Оксаны. Или СМЕРШа-2. Антареса и так далее. Ну, будем называть его Виктор Александрович. Так вот, Виктор Александрович, вот это место, куда ты вставил пробник петлевого, это шизуха полная, потому что вставлять его надо не сюда, а вот сюда. Понял, да? Ну, будем надеяться, что понял. Хорошо, смотрим дальше. А дальше наш Виктор Александрович, основываясь на неправильно сформированной схеме, делает неправильные выводы, поскольку у него петля получается, что вот замкнута чуть ли не напротив, или вот так, или вот так.
а не так, как она должна работать, она вот так вот должна работать. Она проходит... Что такое петлевое усиление? Это сумма всех усилений и делителей, которые есть на ее пути. То есть это вот, если и поехали отсюда, значит, все вот элементы вот сюда, потом входной div-каскад, потом второй div-каскад, и потом сюда же все пришло. Вот это у нас петлевое будет. Вот это у нас действительно будет петлевое. А вот это у нас не петлевое, это даже не местная ось, это черти шо. Ну ладно, какие же выводы делает наш большой ученый? А он делает вывод, что выходит вот у него вот такое вот семейство АЧХ. Смотрим. Ну, белая вот эта кривулька, это он сделал для двух значений резисторов, для одного мегомного резистора. Вот белая кривулька. То есть у него получается вон сотни герц или 10 герц и выше. Резкое падение петлевого усиления. Правильно же, да? Белый график 1, да, зеленый 10. Для чего он сделал зеленый? Потому что не умеет пользоваться схемными симуляторами. Вместо того, чтобы степень задать того, чего надо, он задает степень резисторов. Ну да ладно, это такое. Когда я вот здесь показал Виктору Александровичу, как действительно выглядит петлевое усиление фонокорректора с сарой по постоянке. Вот оно растет, начиная от 30 Гц вверх. Что для 100 нанофарад, что для 1 микрофарада в схеме сары по постоянке. Вот. Так он не поверил. Ну вот моя схема, да. Вот моя сара по постоянке, и вот как она замыкается. А это цепочечка реакоррекции. Они обе замыкаются на затворе правого полевого транзистора входного каскада. Ну да ладно. Я позже вам покажу, как это все выглядит в микрокапе, в нормальном схемном симуляторе. А сейчас давайте читать дальше, что там Виктор Александрович. Виктор Александрович пишет: самому мне, в смысле Сухову, не смешно, что ты тут выкладываешь. Я ему, как говорится, правду матку. Я со всех твоих постов просто непрерывно ржу. Иначе бы я ему и не отвечал. Ржачку он выдает, вот, которую я потом опровергаю. И потому отлично воскресная ржачка у нас. Как-то я где-то с полгодика назад точно такую же классную ржачку сделал о том, как Финик и Нерус, это бывшие друзья Виктора Александровича, как они содрали выходной каскад ВВшника 89-го моего в 2023 году и обозвали его своим усилком. Что типа они... Ну, это ладно, это вы можете посмотреть, да, в моем ютубике. Читаем дальше, что там пишет нам Виктор Александрович. Ну, повторяет опять эти кривульки. Опять повторяет, что тут, значит, что у тебя петлевого на низких частотах нету. Вот, что там дальше еще? Значит, самое смешное, значит, что он предлагает? Через несколько дней он таки понял, что ложанулся.
Вот. И теперь хочет, значит, сыграть хорошую мину при плохой игре. Он говорит, что это да, у тебя такие действительно петлевое возрастает на низких частотах, но ты дурак, Сухов, что ты поставил туда конденсаторы и интегратор. Ты убери конденсаторы и получишь еще лучше. В смысле, если у тебя вот эта кривулька с 1 микрофарадой, это вот кривулька с 0,1 микрофарадой, так ты дальше уменьши емкость сары по постоянке. И у тебя будет лучший в вселенной корректор. А когда я Витьке предложил таки признать то, что он обосрался со своими отдельными петлями, и предложил ему: так и признай, и не пытайся лепить хорошую именно при плохой игре. А то же я еще один чан за мном тебя мотну. А у меня заготовлен еще следующий, как говорится, чан за мном по так называемым сверхлинейным усилителям, которые на самом деле очень сильно похожи на автомобили с квадратными колесами. Сверхлинейки не выравнивают квадратные колеса, а безумно наращивают количество рессор, чтобы водителю казалось, что теперь не так сильно трясет. Это такая маленькая анонсированный лозунг для будущего чана за мном по сверхлинейным усилителям. Но это в будущем. Пока давайте смотрим, что тут дальше пишет по сарам по постоянке наш Виктор Александрович. Так, опять приводит те же самые свои графики, повторяет. Ну и опять-таки повторяет, значит, что очень убедительно хочет заменить в сервоприводе одномикрофарадные конденсаторы на 1 нанофарад, то есть в 1000 раз их уменьшить. И при этом он показывает, что у него будет очень хорошо повышаться, значит, с понижением частоты петлевое усиление будет резко расти. Вот, и это будет лучший фонокорректор всех времен и народов. Надо сказать, что примерно через месяц, что ли, или даже больше, Виктор Александрович все-таки сдался, поскольку аргументы в виде законов Киргофа, Тиана и других великих ученых оставили без ответа его нападки против Сары по постоянке. Вот. И Виктор Александрович даже изменил точку подключения испытательного сигнала на такую точку, где она должна быть. А вот эту его красивую, вернее, пробник просто закоротил, поскольку этот пробник приводил к неверным заведомо результатам. Но, предчувствуя полное фиаско, он так и не довел до конца то, что должен был сделать. А именно, я ему на его на эту схему написал, что тут все хорошо ты сделал, кроме одного. Ты забыл стереть вот эту маленькую ремарку
который в Spice называется параметрическое задание номинала элемента. Читайте. Парам C1N. Это значит, что емкость конденсатора C в данной схеме полагается равной 1 нанофараде. Смотрим, что такое C. А C это, вон она, C, видите, тут C, тут C, это C2 и C3. Это конденсаторы в схеме Сары по постоянке. 1 нанофарада. Я напомню, что у меня тут стояли по микрофараде, и потом я уменьшил его до 100 нанофарад. То есть тут должно стоять либо 1 микрофарада, либо 100 нанофарад, а не 1 нанофарада, как нарисовал наш СМЕРШ. И что вы думаете? И, кстати, если заменить вот эти 1 нанофарадные конденсаторы на микрофарадные, то схема нормально заработает, и все будет практически так же, как на том, что было у меня. Но что вы думаете, что тут дальше идет? Я это, значит, в сообщении в своем написал предложение СМЕРШу, что ты ж давай поменяй свои 1 нанофарадные конденсаторы на, как положено, значит, у меня по 100 нанофарад или по микрофарад. И ответа нету. Прошло уже еще 1 месяц, и все. Никаких этих самых. Единственное, что он мне ответил, что схемотехника — это наука жестокая к неучам, и я тут ее полномочный представитель. В смысле, он представитель науки. На что я ему ответил? Не ее ты представитель, а их. Ну и в заключение моего мастер-класса я вам покажу, как все то, о чем мы уже, я не знаю, полчаса или, может, даже час с вами говорим, значит, как все это проверяется буквально 2 кликами мышки в современном профессиональном схемном симуляторе MicroCAP, который Виктор Александрович за 30 лет своей практики, после перехода его из шахтеров в аудиосхемотехнике, так и не освоил. Он пользуется не микрокапом, а сильно упрощенной версией Spice под названием Light Spice, то есть упрощенный Spice. Ну вот, смотрим, как все это дело выглядит в микрокапе. Вот у нас есть схема 14-й версии моего фонокорректора. Вы ее можете скачать вот по этому адресу с моего Патреона и сами все это дело попробовать. Как это делается? Запускаем анализ по стабильности. Stability. Тут я хочу посмотреть, что у нас будет в том случае, если емкость конденсаторов Сары по постоянке будет изменяться от 1 нанофарады до 1 микрофарады с шагом 100 нанофарад. Степ. Так, есть. Поехали. Это называется степпинг. Процедура. И смотрим, что у нас есть. Вот. Сейчас я тут подправлю немножечко масштаб, чтобы было хорошо видно. Сделаем тут не 80 дБ, а 100. Так. И проведем то же самое. Так. О, смотрите. Значит, вот это синяя характеристика. Это характеристика петлевого усиления на
нашего фонокорректора при разных емкостях конденсаторов C18. Ну, сары просто. Вот это при 1 нанофарадном, это при 100 нанофарад, и нижняя самая это 1 микрофарада. Там, вот она там. Ну, вот это нижняя это 1 микрофарада, вот это 100 нанофарада, вот это вот 1 нанофарада. Ну, видим, что, как и в той характеристике, которая была в последней схеме у СМЕРШа, начиная с где-то сколько там, с 300 Гц, петлевое усиление действительно выше. Если емкость конденсатора меньше, то петлевое больше. Вот. Но нам же не голое петлевое усиление надо, а чтобы была правильная АЧХ. А с АЧХой тут все гораздо хуже получается. Вот у нас, значит, менюшка АЧХи. Здесь я опять сделаю степпинг по, значит, C18 от 1 нанофарады до 1 микрофарады с шагом 100 нанофарад. Вот это делается 2 кликами мышки. Все. Так, все. Значит, степпинг C18 от 1 нанофарада до 1 микрофарады с шагом 100 нанофарад. Правильно? И смотрим, что у нас получится с АЧХой. А вот АЧХ у нас получилась вот такая. Смотрите. Значит, если у нас сара по постоянке с микрофарадными конденсаторами, вот получается вот такая вот характеристика частотная. Это частотная характеристика фонокорректора. Если у нас емкость 100 нанофарад, то АЧХ вот такая. Она начинает завал с 20 Гц. А если у нас 1 нанофарада, то у нас на 300 герцах горбик, и потом пошел спад 200-100 герц. Это, ну, короче, резкий спад с 300 герц, как в телефонном аппарате. Еще когда они были проводные. Вот такие пироги, ребята. То есть нельзя делать так, как сказал наш уважаемый СМЕРШ, а надо таки делать, как у меня сделана вот эта версия 14, а вот эта версия 7 и более ранняя. Вот такие пироги, хлопчики. Что можно еще сказать? Ну, кто интересуется темой, заходите на мой Patreon, поговорим. Там можно файлы все скачать, в том числе микрокаповские файлы и печатных плат, и все остальное, чтобы самостоятельно либо усовершенствовать, либо просто сделать, повторить 1 к 1 то, что уже сделано. Спасибо за внимание. Всегда ваш Николай Сух.